Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с американистом Алексеем Наумовым. Он на связи. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, здравствуйте, доброе утро, всем привет. Знаете, много, конечно, об Америке сегодня мы поговорим, но, конечно, праздник. Да? Трампа, он в Израиле выступает перед Кнессетом, 20 человек заложников отдает Хамас, на одну войну становится меньше, и, собственно, под этим знаком наверняка будет дальнейшая риторика. Однако начать я хочу не с этого, хотя это, безусловно, событие дня, и это 2 года войны, противостояния. 2 раза он звонил Зеленскому на выходных. Дважды. У Зеленского приподнятый дух, говорит, обсуждали томагавки, обсуждали все, в общем, супер. Да? Сам Трамп в самолете, когда летел в Израиль, говорил, в общем, мы не дали ни копейки денег, это Байден 350 миллиардов дал. Мы, в общем, дали слова уважения и кое-что еще. Вот это кое-что еще является причиной, по которой целых 2 разговора на выходных состоялось у Зеленского и Трампа, и, собственно, о чем это все? На самом деле, Дональд Трамп довольно давно преследует одну цель. Да, цель положить конец конфликту между Россией и Украиной. И для него Зеленский это не, как бы сказать, скорее инструмент для того, чтобы добиться целей, которые он перед собой поставил. И мы видим, что один из инструментов, который Дональд Трамп использует, это ракета «Томагавк». Но не сами ракеты, а слова об этих ракетах, разговоры об этих ракетах, описание этих ракет. Это мощное наступательное смертоносное оружие, говорит нам Дональд Трамп. И поэтому он как бы пытается Зеленского использовать, с одной стороны, как собеседника, одного из соучастников вот этого мирного урегулирования, а с другой стороны, как инструмент давления на российскую сторону, на российского президента. И понятно, что, понимаете, когда мы оцениваем действия Дональда Трампа, нужно всегда оценивать их в той парадигме, в которой он существует. Он хочет положить конец конфликту, при этом он не хочет решительной победы Украины, не хочет разгрома России, не хочет той ситуации, при которой, грубо говоря, его отношения с Путиным, его отношения с Россией будут испорчены. И поэтому он как бы говорит о ракетах, но не передает эти ракеты. И вот он постоянно находится вот в этом таком... Он постоянно как бы забрасывает какие-то удочки. Вот я поговорил про ракеты. А как отреагирует на это Владимир Путин? Вот я, значит, позвонил Зеленскому и сказал ему, что Украина здорово сражается. Вот я... Как же он... слышали? Вышло сейчас, значит, заявление, что он сказал, при Байдене мы передали Украине 350 миллиардов долларов, а при мне мы не передали ей ничего, но вернули ей уважение. Соответственно, вот для него это просто он прощупывает, он продолжает постоянно разными способами прощупать возможность добиться мирного урегулирования конфликта. И поэтому он звонит Зеленскому, поэтому он с ним говорит. Я думаю, что он еще и с Путиным тоже будет говорить. Тут, в общем-то, опять же, он не считает себя стороной конфликта, он считает себя миротворцем, он хочет прекращения боевых действий, но не границ 91 или 2022 года, ему просто нужно, чтобы все это закончилось. Но при этом нужно не разорвать отношения с Россией, не спровоцировать Третью мировую войну и, в общем-то, не вовлекать США в оплату поставок Украине. Вот и все. Как бы, когда мы все эти пункты учитываем, мы примерно понимаем, как он действует в том или ином виде. Поэтому так. Не думаю, что это какой-то переломный момент или какой-то, как сказать, водораздел. Смотрите, знаки-то такие, достаточно существенные. 2 телефонных звонка. Такое ощущение. Причем, смотрите, обычно телефонные звонки, они готовятся. Да? Хоть минимально, но готовятся. Повестка, о чем говорить, какие-то моменты. А тут вот они поговорили. Сначала 30-40 минут пишет Axios, а потом еще 30-40 минут. То есть, поговорили, о чем будут говорить, и на следующий день опять, то есть, сверили часы. Пишет Axios, что это исключительно про томагавки, как передавать. Но на самом-то деле возникает очень интересный пост у Дональда Фредовича. Он вспоминает об украинском импичменте. Это вот то место, куда
пошла вот в такой, как бы в кювет полетела украинская политика, потому что приходит молодой Зеленский на высоченных, не знаю, там, надеждах, уровня надежд, просто такого в Украине никогда не было. В России воодушевлены Зеленским, в Украине, в Европе, в Америке, ничего себе, какая поддержка. Вот человек не из политики, говорит, я мир принесу, я закончу войну. Встречается с Трампом, была эта встреча, созвон был телефонный и скандал. От тефлонового Зеленского на тот момент он отскочил, но у Трампа были определенные проблемы. Украинский импичмент – это тема, когда вот брали и требовали стенограмму, помните, ее потом опубликовали, где Зеленский говорит, я хочу быть похожим на вас. Зависла эта помощь в $400 миллионов для Украины, военная помощь от Трампа. Демократы в Нижней Палате провели импичмент в Сенате, его завернули. Но Трамп пишет о том, что какие-то там ультра-супер подробности и тайны сродни с Уотергейтом нам нужно ожидать. Что вы думаете по этому поводу? Не является ли здесь, а зная просто Зеленского, зная его уже достаточно давно, как там Байден говорил, заноза в заднице по мемуарам Столтенберга, не является здесь ли какая-то вот такая очень интересная модель, когда Зеленский пытается продать воздух? Воздух 2019 года. А Трамп, получается, покупается. Так а что взамен Зеленскому? Вы знаете, это интересная теория, она может звучать довольно стройно, но на самом деле она не будет иметь довольно много, мне кажется, выражения фактического. Дело в том, что все, что было в 2019 году, для Трампа это история внутренняя. Он не имеет здесь, он имеет ненависть и такое презрение к Зеленскому, но Дональд Трамп человек на самом деле циничный и местами беспринципный, да, и поэтому, безусловно, для него сейчас Зеленский это не какой-то там лидер свободного мира, не какой-то любимый, там, как говорят, сукин сын, не какой-то объект критики. Для него это сейчас инструмент для того, чтобы принудить Владимира Путина пойти на уступки. И он его рассматривает сейчас именно так. Вы обратите внимание, как Дональд Трамп действует. Он то громит Си Цзиньпина и Китай, называет их вообще сволочами, то такой, да нормально все будет с Китаем, сейчас надо просто договориться. У него нету вот этого... он может в нужный момент поставить блок на эмоции. Для него вопрос украинского так называемого импичмента это вопрос внутренней политики. Он сейчас занимается разгромом демократов, занимается буквально мщением. Вы знаете, там были предъявлены обвинения некоторым участникам всего этого процесса, да, его там политическим противникам. И поэтому он же в этом посте, по-моему, Адама Шифа ругал, да, тоже. То есть для него Зеленский сейчас это не Зеленский 2019 года. И я не думаю, что он может оказать ему какую-то большую помощь в разгроме демократов. Раньше надо было думать, надо было давать, компромат на Джо Байдена, когда Дональд Трамп просил его в прошлую свою каденцию. Тогда, может быть, Зеленский был бы на хорошем счету. Но, в общем, я бы сейчас, понимаете, всегда есть некий соблазн в голове навести эти мосты, какие-то параллели. Я бы развел две истории. Это история борьбы с внутренней оппозицией, так сказать, огонь по штабам, который ведет Дональд Трамп. И второй вопрос – это вопрос примирения России и Украины. Как он своей внучке рассказывал, помните, это видео было, когда он по гольф-клубу едет, хотел бы помирить Путина и Зеленского. Господи, как это мило звучит. В смысле, непосредственно это звучит, понимаете? Как будто возвращаясь к этой его аналогии, что два, парня не поладили что-то на детской площадке. Это удивительный, конечно, уровень понимания политических процессов межгосударственных. Он, с одной стороны, имеет некое право на существование, потому что, очевидно, вопрос лидеров тоже важен. То есть вопрос межгосударственных отношений, но есть всегда некое частное мнение лидера и частные предпочтения лидера. И вот вопрос, как его частные предпочтения влияют на государственную политику. Очевидно, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским есть значительная доля ненависти. Но сводить вот это все к «я хотел бы помирить Путина и Зеленского» это довольно наивно. Но Дональд Трамп человек, что называется, непосредственный, и в этой парадигме вполне может оперировать.
Поэтому, да, разводим два этих вопроса. Отдельно борьба с демократами, отдельно российско-украинское примирение. Так что не думаю, что Зеленский способен сейчас ему дать какую-то значительную амуницию, которая была бы ему нужна для борьбы с внутренними врагами. У него и так все есть. Ну, то есть тогда непонятно вообще, зачем Трампу Зеленский. Понимаете, в чем дело? Ведь у Для Путина Зеленского... давить. Ну так давите на Путина. У него достаточно слабая позиция. У него же нет карт. Мы же помним эти все заявления. Мгм. У него там вопросы по легитимности. Но тем не менее он ставит на эту лошадь. Ставит разговорами о ракетах, ставит деньгами. Европейские, правда, деньги ставят на эту Мгм. историю. Но тем не менее. А, Вам кажется, что вот как-то все выруливается в сторону конца войны? Вот так вот внезапно раз, и все, и конец. То есть прекращение боевых действий. И как там Зеленский в своем обращении говорил, нужен контрнаступ, контрнаступление в дипломатии. Вот в Мгм. дипломатии надо. Вы знаете, я думаю, что на самом деле мы увидим довольно резкое прекращение огня, и, ну, в смысле, имеется прекращение конфликта, да, мы не увидим прекращение огня без каких-то политических урегулирований. И мы, скорее всего, знаете, вот образец ситуации с Израилем и Хамас здесь на самом деле показателен. Вот примерный план урегулирования, который сейчас Дональд Трамп продвигает, был на столе, на самом деле, несколько месяцев назад. Но вот туда-сюда, значит, тянули всю эту историю, пытались договориться. В итоге пришли вот к этому самому. Спустя несколько месяцев успело погибнуть какое-то количество людей значительное, да, в мирных, в ходе вот этого израильского, ну, скажем так, геноцидоподобного действия. Вот. Поэтому я думаю, что, знаете, как будет? Вот будет вариться какой-то вот этот вунш-пунш, какой-то коктейль вот из этих предложений, он будет с закрытыми дверями, он будет под угрозой Дональда Трампа, он будет под какие-то, наоборот, ободряющие комментарии. Потом однажды мы раз проснемся, и мы увидим, что заключено какого-то рода соглашение, которое, ну, там, может быть, поэтапно приведет нас к окончательному урегулированию. Так что здесь гадать на кофейной гуще, в общем-то, довольно неблагодарное занятие, потому что это может произойти как завтра, так и через там полгода, потому что сейчас мы видим, у России есть способность продолжать наступательные действия, в целом успешные. У Украины есть способность продолжать оборонительные действия, в целом тоже вполне состоятельные. То есть украинская оборона сейчас не обваливается моментально, не обваливается там на всех участках фронта. И поэтому управляемость страны и фронта в какой-то степени у Украины сохраняется. Как долго это может продолжаться? Опять же, здесь будет и момент обрушения фронта Украины может произойти внезапно и произойдет внезапно. Это, вы знаете, как накапливается эффект, а потом что-то происходит, да, вот, то есть копится давление, а потом срывает крышку, да, у кастрюли, там, у котла. Здесь будет то же самое. Поэтому мы как бы наблюдаем за тем, какие столбы пара выбрасывает этот котел, но в этом, собственно, предсказаний здесь делать не будет. Но да, скорее всего, окончание будет внезапным. Если мы попробуем понять и ну, вот эту риторику Зеленского, ведь удары по энергетике наносятся обоюдно, да? Мгм. Феодосию как бы торбят дроны, и в очередной раз поражена нефтебаза. По Украине летит по подстанциям. И это все движется в сторону какого-то такого адского ада, прежде всего для мирного населения. И уже в ряде областей в Украине веерные отключения, ну там эти очереди. И, в общем, жизнь обещает быть такой невыносимой. Я просто вот очень хотел бы понять российскую позицию в этом вопросе. То есть вынос этой, ну, вот этот этап инфраструктурной войны, которая, конечно, играется в 4 руки и Путиным, и Зеленским, потому что Зеленский фактически ее начал угрожать блэкаутом, начал говорить о том, что мы будем бить, и, в общем-то, бьет. Россия тоже бьет. Об этом уже Зеленский не говорит, о том, как бедная Мгм. Россия страдает. Ну, явно потому, что
нельзя так говорить, чтобы украинские граждане не понимали, что это ответ за что-то. Это просто лютые и злые русские уничтожают мирную жизнь и стреляют исключительно по Ну, инфраструктуре. понятно, да. А если томагавки передадут, то мы будем бить исключительно по военным целям, убеждает в интервью на американском телевидении Зеленский. То есть абсолютно там нужно откусить эту причинно-следственную связь в этой войне. Так, в плане продвижения какого-то выхода из ситуации, что дает эта инфраструктурная война? Как вы видите ситуацию? Но смотрите, это на самом деле вполне укладывается в ту логику, которую мы с вами обсуждали буквально только что. Удары по инфраструктуре никогда не приводят, как правило, к какому-то мгновенному эффекту на большой территории и на большом, что называется, на большом расстоянии. Инфраструктурные эффекты призваны накапливаться для того, чтобы создать со временем невозможность поддержания, например, состояния вооруженных сил на прежнем уровне. Для дезорганизации работы, соответственно, военной инфраструктуры противника. И поэтому то, что делает Россия, безусловно, нацелено именно на это. Снизить управляемость вооруженных сил Украины, создать у украинского руководства осознание неизбежности того, что придется идти на уступки и придется договариваться на выгодных для России условиях. И, соответственно, и мы видим, что некоторые первые результаты здесь есть. Да? Вот тот блэкаут, эти привезенные к Верховной Раде биотуалеты, это видимая демонстрация неспособности украинского руководства обеспечить бесперебойное функционирование привычного образа жизни для, собственно, граждан, да, то есть мы видим, что они сами, грубо говоря, свой собственный уровень жизни, да, то есть руководство Украины не может себе самой обеспечить уже какие-то условия для существования. Понятно, что к этому пришли не сразу. Понятно, что те удары, которые наносила российская армия, первоначально были направлены исключительно на военные объекты. Сейчас мы видим, что... Это как бы очевидно, потому что всегда есть какой-то миф, который пытаются распространить некоторые аккаунты, что вот Россия, значит, специально бьет по каким-то жилым кварталам. Ребят, прилетело 500 ракет, 500 дронов, погибло 2 человека, ранен 1. Это не так выглядят удары по жилым кварталам. Удары по жилым кварталам Израиль нам показывал, и вот как бы мы видели, как они выглядят. Вот, поэтому далее удары по энергетической инфраструктуре наносились конкретно в отношении военных объектов. Сейчас мы видим, что это приняло более широкий оборот. Широкий оборот это приняло именно после того, как украинское руководство и лично господин Зеленский попытались вывести из строя российские нефтеперерабатывающие заводы. И, как мы понимаем, кампания по этому велась довольно долгое время, готовилась, и вот сейчас проводится, судя по тем новостным заметкам, которые мы с вами видим. Поэтому, значит, цель. Первая – дезорганизация вооруженных сил Украины. Вторая – это демонстрация того, что украинское руководство не способно эффективно управлять собственной страной в деле обеспечения уровня функционирования там, общественных каких-то, социальных, значит, этих вот, не институтов, а социальных каких-то служб. Вот. И, соответственно, осознание, третья цель, это доведение до жителей Украины той мысли, что придется идти на уступки, что война во многом проиграна, что у России есть возможность сделать так, что функционирование украинской государственной машины будет максимально осложнено. Такая возможность будет всегда. Чтобы этого избежать, нужно идти на уступки России. Вот, собственно, и все. И, опять же, да, вот как я говорил, что пар накапливается под котлом, потом котел взрывается. Вот удары по энергетической инфраструктуре – это именно накопление пара для того, чтобы этот украинский котел рано или поздно пришел к осознанию бесперспективности дальнейшего сопротивления. Вот так. Нам же примерно ту же логику рисует и Зеленский. Мол, мы тоже будем так же отвечать, и расчет ударов по энергосектору, по ТЭЦ, подстанциям и нефтеперерабатывающим заводам на то, что русские плюнут, взбунтуются, скажут: все, Путин хороший, а будут оказывать давление на Путина персонально и на Кремль, да, на власть, на свою в частности.
И тут возникает очень такой специфический момент. Мы видим, как это работает. Ну, то есть, ну, вот смотрите, добропольское контрнаступление продолжается, да? Класс. Вот видите, удары, поражены объекты. Все, немножко легче становится украинцу от осознания того, что Украина тоже действует, как может, бьет, достигает и всячески превозносятся масштабы вот этих потерь и поражений российской стороны. Мол, смотрите, они проигрывают. Дошли уже до такого в украинском сегменте пропаганды, что, в общем, два момента я с вами поделюсь, попрошу прокомментировать. Момент первый, что, значит, Путин сейчас ищет, как проиграть, но он не может проиграть Украине, да, потому что Украине проиграть позорно. А надо проиграть НАТО, надо проиграть Западу, и тогда россияне скажут, ну, понятно, что мы будем против всего Запада тут воевать. Нет, конечно. Путин вот достиг до определенной цели и сказал, все, теперь мы заканчиваем войну, мы проигрываем Западу, а не Украине. Это вполне серьезно. Армия ТВ рассказывают, вот это анализируют и подают эту информацию. И второй момент, что Зеленский отнял у Путина его мечту. А Путин же мечтал о признании Западом, а получился Зеленский лидер западного мира, а Путин нет. То есть, как бы, вот причина конфликта, как вы говорите, лидеров, да? И рейтинги всячески рисуются новые и новые о том, что украинцы дают самую высокую оценку среди всех президентов именно Зеленскому. Даже шутят некоторые паблики. Ну, в принципе, можно социологов взять и отправлять на фронт. Они, в принципе, не нужны. Можно взять, нарисовать, что хочешь, и все равно Зеленский будет номер один. Даже никто даже и сомнению не подвергает вот эти такие сладостные сообщения. Как в этом, ну вот, как вы говорите, бурлящем котле, но только уже не противостояние и закипание изнутри, найти... Ну, как выключить этот котел пропаганды, чтобы, в принципе, понятно стало, да, что окончание войны и там довольные будут вообще не все, а никто не будет доволен. Интересно, да, спасибо вам за экскурс в этот некий паноптикум. Ну да, безусловно, да. Зачем Владимиру Путину искать, кому проиграть, когда он как бы не проигрывает? Здесь интересное, на самом деле, наблюдение. Я думаю, что безусловно, если мы говорим о том, как выходить из этого конфликта, безусловно, здесь необходимо участие западных стран. Участие западных стран, в первую очередь, стран Европейского Союза. Понимаете, дело в том, что почему-то Европейский Союз полагает, что за Россией можно не признавать каких-то интересов. За Россией можно, в принципе, не признавать никаких интересов. Мнение России можно не учитывать, мнение России можно игнорировать, и можно говорить, что Россия не должна иметь никакого права диктовать Украине, что ей делать. Это идеологическая позиция. Но мы, к сожалению, или к счастью, живем не в идеологическом, не в идеологизированном, а вполне в реальном мире. В этом реальном мире каждое государство стремится в первую очередь обеспечить свою безопасность. И если оно считает, что его безопасность находится под угрозой, оно готово действовать радикально, в том числе военными мерами. Вы можете говорить, что это неправильно, что это несправедливо, и так вообще нельзя в 21 веке, но это никак не меняет реальности на Земле. И страны Европейского Союза почему-то думают, что если они как бы будут закрывать глаза и говорить, что как бы России нету, то России не будет. Но это не так работает. И было бы справедливо для стран Европейского Союза, вернее, несправедливо, простите, а было бы логично для стран Европейского Союза попытаться найти некий модус сосуществования с Российской Федерацией, потому что Российская Федерация никуда не денется. Ни после 19-го, ни после 20-го, ни после 21-го пакета санкций. Более того, даже если мы погрузимся в какой-то сказочный мир и представим себе победу Украины, то Россия все равно никуда не денется. Она все равно будет продолжать существовать. Это будет огромная страна с огромной промышленностью, с экономикой, с огромным военным сектором и так далее. И я полагаю, что власти стран Европейского Союза ведут совершенно безответственную политику. Они хотят
добиться желаемого, не имея для этого никаких возможностей. Все, что они могут делать, это продлевать агонию Украины, которая радостно выступила вот этим вот добровольным европейским зомби, который пошел в атаку на русских. Я об этом много говорил, что не нужно думать, что это только, значит, европейские кукловоды все постарались, там, или американские. Безусловно, был большой запрос в некоторой части украинского общества на превращение в антироссию. Эта часть украинского общества взяла власть в стране после Майдана и, соответственно, смогла проводить свою политику, сделать ее государственной. Поэтому я думаю, что человеколюбивым по отношению к украинцам, к украинским гражданам было бы прекратить это все, признать российские территориальные приобретения и начать нормальное взаимодействие. Мы никуда друг от друга не денемся. Мы, кстати, в России это понимаем. Мы вот не думаем, что, знаете, можно победить коллективное НАТО, и Германия перестанет существовать. Германия никуда не денется, Великобритания никуда не денется, Франция никуда не денется. Подождите, Украина может куда-то деться. Об этом часто говорят конкретно. Подождите, почему тогда Украина должна куда-то деться, а все остальные перечисленные страны, в том числе вами только что, нет? Потому что Украина оказалась фронтиром вот этого западного сопротивления России. Понимаете, смотрите, у Украины проблемы физические, потому что значительная часть украинцев оказалась готова воевать и умирать. Другая значительная часть без сопротивления залезла в автобусы или после небольшого сопротивления залезла в автобусы, была бусифицирована и отвезена на фронт, и она находится в процессе физического стирания. Реально получается так, что украинское будущее стирается на фронтах без перспективной для Украины войны. Я прекрасно понимаю, что немцы воевать там с Россией не пойдут. Ну и, честно говоря, и русские тоже с немцами воевать не пойдут. Как бы, ну, это довольно глупо. Там НАТО, ядерное оружие, у нас ядерное оружие. Да и что нам на самом деле друг с другом делить? Нам друг с другом никуда не деваться. Вот проблема, корень всей этой проблемы, мне кажется, в том, что значительная часть радикального украинского общества, вернее, значительная радикальная часть украинского общества поверила в то, что Россия может куда-то деться, что Россия может распасться, что Россия может деколонизироваться, Россия может развалиться на куски, вот стоит только Путина, значит, скинуть, сразу все в России пойдет плохо. Это не так. И, понимаете, вот именно вот этой уверенностью в том, что Россия куда-то денется, во многом было обусловлено боевой настрой какой-то части украинского общества. Потому что они думали, что, во-первых, НАТО за нас вступится, американцы за нас вступятся, и русские ничего не смогут сделать. НАТО особо не вступилось, американцы не вступились, а русские много чего смогли сделать. Вот, поэтому, чтобы Украина не перестала существовать, ей нужно пойти на те уступки, которые Россия требует. Россия не требует ликвидации Украины. Россия не требует, как Польшу распилили там в свое время, этого никто не требует. Будет Украина существовать. Но чем больше будет идти отрицание вот этого варианта, тем больше Украина физически будет переставать существовать. Вот о чем я говорю. Мне кажется, здесь есть различия между типа Германией, Францией и Украиной. Украина тоже никуда не денется, но она постепенно стачивается, и она постепенно... А вот вы про логику Зеленского говорили, слушайте, ну давайте представим, что Россия остановилась производство всего бензина. Господи, у Китая можно его завести, закупив, в долг его можно у Китая взять. Слушайте, время непростое, вот можно и в долг его взять. Ну будет бензин, ладно вам. В конце концов, просто его можно будет завести. Что, будете там пытаться бомбить поезда из Китая, которые цистернами что-то там везут? Да нет, это, конечно, глупости. Логика звучит стройно, но при этом у Украины нет возможности это сделать. Россия может давить на Украину гораздо более эффективно, чем Украина может давить на Россию. Украина может, видимо, наносить точечный, неприятный, болезненный какой-то урон, но она не способна поколебать вот эту вот систему. Знаете, как помните в школе вот эта кристаллическая решетка, которая как бы довольно жесткая. Вы там что-то можете пытаться ее разломить, но не получится ее сломать. Вот такая мысль. Медведев там грозит Трампу, что для него плохо все кончится, если Украина получит томагавки. Персонально для него, потому что в полете там не различить, это ядерный томагавк летит или не ядерный.
Причем публикует мемную фотографию о том, что подводная лодка в степях Украины среди подсолнухов торчит. Мгм. Имеется в виду намек на средства запуска вот этих томагавков. Да. Не кажется ли вам, что томагавки вообще это какая-то вот история, ну, абсолютно для отвлечения внимания? Ведь, например, опять-таки есть вот эти фламинго, да? Опять-таки мы наблюдаем, как на территории Европейского Союза возникают производства и дронов, и там всякого ракетного топлива, и всего остального. Бомбить европейские производства для Украины Россия вроде как не будет. Но получается, что они будут там производиться в Европе и отправляться в Украину для там часа X, когда начнут, в общем-то, таким дешевым, но многочисленным образом запускать дроны, запускать фламинги, запускать разного рода другого типа ракеты и, в общем-то, да, то есть поддерживать вот эту войну. Какой-то все равно тупик происходит. И вот, казалось бы, вот эта эскалация риторики с томагавками, и опять-таки Медведев намекает на ядерный ответ по Трампу, что для него это плохо закончится. Ну, давайте честно, вот пускай бы уже дали что-то, да, пускай бы уже как бы куда-то жахнули уже, но все закончилось. А кажется, что этому нет ни конца, ни края, потому что вот та Европа, которую вы сказали выше, ну, она вовлечена в процесс. Не просто финансирование, а прям производство и вовлечение в эту войну. Понятное дело, не без, возможно, коррупционной составляющей в адрес определенных лидеров определенных стран, потому что это же очень классно разместить, ну, выделить землю, разместить какой-нибудь там заводик, британцы, датчане, не знаю, там кто еще, там, Мгм. Чехия, какие-то другие страны, и зарабатывать на этом деньги, пока в Украине, собственно, идет вот это стирание. Ну, конечно, слушайте, безусловно, власти стран Европейского Союза, повторюсь, ведут безответственную политику. Они украинцы позволяют это делать, понимаете? Дело в том, что в конце концов, какое будущее предвидит Европейский Союз для Украины? Как бы никакого. Ответа на этот вопрос на самом деле нету. Какая ваша цель? То есть мы должны помогать Украине, чтобы что? Чтобы чего она добилась? Здесь ответа на этот вопрос на самом деле нету. И европейские страны готовы действительно помогать Украине, они готовы предоставлять ей ресурсы, предоставлять ей, возможно, даже какие-то производственные мощности, тем самым все более и более вовлекаясь в конфликт. Они думают, что их это не затронет. Я думаю, что их это в любом случае затронет. Я полагаю, что российской стороны есть довольно значительный инструментарий воздействия на страны Европейского Союза. И неужели украинская сторона этого не видит, что продолжающееся вот это вот уничтожение украинского потенциала, украинской промышленности, украинского будущего не имеет никакого дальнейшего смысла? Что это за культ смерти, понимаете, о котором мы много раз с вами говорили? Зачем нужно постоянно свою страну приносить в жертву и даже не имея плана выхода из этого конфликта, не имея какого-то плана действий? Что вы хотите делать? Вы хотите дальше сопротивляться? Чтобы что? А дальше что у вас будет? А что вы планируете сделать после этого? А Россия куда денется? А как вы с ней планируете сосуществовать вместо того, чтобы, наконец, значит, понять, что, окей, мы, возможно, должны уже как-то прекратить бессмысленную эту мясорубку, должны договориться, должны уступить России то, на что она требует, претендует и так далее, на то, что она рассчитывает, чтобы, собственно, выжить. Вот, понимаете, мы много можем говорить у европейских чиновников. У них как бы расчет хороший. Их люди не гибнут, их люди на фронт не идут. Можно там пока пытаться какие-то деньги забирать из собственной системы на Украину, а украинцы-то что думают сами? Неужели нету вот этого понимания, неужели нету вот этого осознания? Тут буквально как бы украинцы, проснитесь, хочется сказать, давайте уже думать, как из этого выходить, учитывая реалии на земле.
учитывая, что Россия от своего не отступится, и Россия готова идти, ну, буквально до конца, понимаете? Так а Здесь где же вы этот говорите конец? Подождите. вот смотрите, да, вы говорите про фламинго, про какие-то дроны там. Понимаете, вопрос дронов, фламинго и так далее, это не только вопрос военных и промышленных мощностей, это вопрос политической воли. Давайте представим, что будет, когда первый фламинго ударит по Москве. Ну вот просто представим себе, что будет потом как бы с Киевом, с его правительственным кварталом. Ну, неужели непонятно? То есть, неужели нет как бы довольно вот такого понимания? Конец, он здесь буквально такой. Это война, что называется, не на жизнь, а на смерть. Россия не проиграет. У России есть ядерное оружие. Страна с ядерным оружием не проигрывает войну вообще в принципе. Вы не можете его уничтожить, это государство. Вы не можете его разгромить. Так давайте искать выход. Выход, мне кажется, довольно очевиден. И даже один из ваших собеседников вполне ясно его когда-то излагал, да, что 4 региона и буквально осознание и примирение. Украина может нормально себя чувствовать. Украина может существовать, видите, и Украина может даже процветать. Собеседники подвергаются обструкции, да, сразу, в общем-то, жуткий накат, потому что это нереально. Не время. Не время, нереально, понятно. Мы сейчас в таком мейнстриме живем, но не мы, а собеседники, что любое слово в сторону адекватности сразу воспринимается предательством, зрадой и так далее. СБУ позвонит, пан Бендукивник уже выехал. Ну, короче, слушайте, здесь понятно. Но от того, что сейчас нынешними властями Украины это воспринимается как предательство и невозможность, не значит, что правила логики перестают работать. Правила логики здесь довольно просты. Понимаете, когда вы два больших механизма начинаете стачивать друг от друга, тот, который больше, у которого больше территория, люди, экономика, армия, он дольше выдержит. А он готов как бы на это идти, потому что для России, как мы неоднократно слышали из уст российского президента, это вопрос жизни и смерти. Проигрывать здесь нельзя. Не мы двигали НАТО, не мы двигали свои силы к границам НАТО. НАТО к нам пришло, и наиболее такой, так сказать, мальчиш-кибальчиш в кавычках, который сказал, что я буду главным тут буржуином, да, мальчиш-плохиш, видимо, очевидно, сказал, что я буду главным буржуином, я буду говорить России, я им всем покажу, только дайте мне денег, оружие, дайте мне все, что у вас есть. Ну и вот мы пришли к тому, что мы оказались буквально в вопросе жизни и смерти для России. Россия готова идти до конца. Здесь я бы, честно говоря, не сомневался. Почему все думают, что достаточно, не знаю, там, какой-то удар нанести по Москве, и все сразу сдадутся? Да наоборот. Все как раз-таки скажут, давайте, начинаем, погнали, Z заходим. Ну и плюс, конечно, знаете, тут тоже такой момент. Ну вот сколько тысяч ракет было выпущено за эти годы по Украине? Ну, тысячи ракет. Как бы все равно война продолжается, все равно, собственно, все как бы идет, фронт, вот это вот дыхание, правда, там немножко в одну сторону, но тем не менее. Дыхание линии фронта тоже как бы смертоубийство идет. Ну, как бы тут в России мобилизацию, понимаете, еще не объявляли. А мы тут, скажем, уже тут считаем СЗЧ и... Ну, в общем, разные потенциалы, с этим никто не спорит, но, тем не менее, в общем, все заряжены на какую-то войну, не знаю, там, поколений. Хотя в самом начале говорили, что нам нужно закончить эту войну, чтобы детям не досталась эта война, а сейчас вовсю говорят, что дети должны идти, так сказать... В армию будущего, да? Конечно, и обучаться, создавать нужно из 16-летних параллельную армию, чтобы через 5 лет были такие классные штурмовики. Ну, то есть, вот такая перспектива. Югент, извините, пожалуйста, конечно, да. А в 28 году в любом случае Путин не остановится, и, в общем, будет война с Европейским Союзом. С Европейским Союзом НАТО. Ну, это никто не объясняет, но, в общем, она будет конечно. Точно. Понимаете? Хорошо. И в этой связи, вот тут же тоже очень интересный момент. Всячески нам говорят, что Украина, второй Израиль, будем как Израиль. Ну, давайте посмотрим на Израиль. Ну, вот объективно. Сегодня Трамп в Кнессете подписывает в книге, там, день настал, в общем, последний день войны, подпись свою. С этого, конечно, прикалываются люди. Но там прикол приколами, да, но берем сухую статистику. То есть, если бы
да, это все мерилось квадратными метрами или, например, да, заложниками и заключенными, то 20 живых человек обменяли на 2000 заключенных. То есть, вроде как же несопоставимая история. И многие всерьез смотрят на итоги вот этого смертоубийства в Газе, да, вот этого разваленного клочка земли, и говорят, ну, фактически приехал Трамп и подписал капитуляцию Израиля. Потому что, по большому счету, Израиль ничего не добился. Хамас есть. Хамас не уничтожен. Он подписывает договор и идет степ-бай-степ по этому, собственно, решению, по этому плану. И тут я бы хотел немножко перевести историю и наложить вот эту, казалось бы, ну, это же тоже позиция, капитуляция Израиля, почему нет? То есть аргументы, которые за эту позицию. Если наложить эту ситуацию на российско-украинское противостояние, то это капитуляция Украины. Получается, вы должны там признавать территории, а эти должны признать, что им 2000 палестинцев, ну вот этих из Газа нужно отпустить взамен на 20. То есть неравноценный обмен. Здесь тоже точно так же можно прикрутить. Но тут выстреливает фигура Виткофа. Вы же обратили внимание, как Уиткоф и Кушнер, вот это вот они как бы гуляли по Газе, как они там у стены плача, выступали на митинге, то есть олицетворяли собой вот этот вот бомонд. Хотя до этого, пару недель назад, вообще говорили, что Виткоф уйдет в отставку. Российская сторона, например, Кирилл Дмитриев, пишет, что, ребята, Тухан Кориджа жив, и Виткоф еще скажет свое слово. И в украинском вопросе тоже. Какое может быть это слово? Потому что кажется, что Виткофа, ну, в общем-то, немножко затерли и отодвинули от процесса урегулирования российско-украинской войны. Справедливо, как бы на первый взгляд логично, да, что значит Украина будет вторым Израилем, но дело в том, что поддержка Израиля – это во многом идеологический вопрос. Это не еврейское лобби, это буквально израильское лобби. Мы знаем, что есть значительная доля христианских сионистов, о которых мы говорили с вами, кажется, в прошлом. Вот когда появятся идеологические христианские бандеровцы, видимо, какие-то, да, в украинской, значит, в смысле в американском руководстве, тогда можно говорить о том, что Украина действительно может занять какое-то место Израиля. Израиль действительно является одним из приоритетов американской внешней политики. Украина им не являлась и являться не будет. Израиль – это как бы свои, а Украина – это как бы, ну, так немножко другие все равно. Они тоже могут там, значит, воевать с Россией, но своими они никогда не станут. Своими, что называется, буржуинскими, если мы пользуемся уже проведенной нами с вами параллелью к известному произведению. Поэтому, понимаете, вот это же тоже примечательно, что и там Кушнер, Уиткоф, ну, они, простите, евреи, да, и тут тоже есть этот момент же стена плача, там они ходят, это для них тоже вопрос, это как бы корни предков и так далее. Ну, как бы Украина здесь, ну, просто рядом не стояла, извините. Украина к своим евреям, мы сами знаем, как относятся, недавно тоже видели вот это нападение, да, в Киеве, выходку эту. Вот, поэтому я думаю, что эта надежда, которая, как известно, юношей питает, она только надеждой и остается. Украина не являлась никогда самоценным направлением американской внешней политики. Украина всегда была инструментом противостояния России, инструментом увеличения влиятельности и влияния Североатлантического альянса. То есть Украина была всегда как бы опорой, но не, как бы не субъектом, а объектом. То есть именно инструментом, короче, по-русски говоря. И поэтому я думаю, что если мы увидим какое-то примирение России и США, мы его, я думаю, увидим, потому что оно, в общем-то, логически обосновано сейчас. США хотят противостоять Китаю, как мы видим, и Россия в этом плане естественный, ну, если не партнер, то, по крайней мере, контрагент. Поэтому, да, это примирение будет, и Украина останется на задворках. Более того, когда закончатся боевые действия, довольно быстро про Украину, мне кажется, все забудут. Вот сейчас все в Газе сопереживали, уже сейчас про эту Газу практически забыли. Стоило только Израилю на один день прекратить свои геноцидоподобные действия.
Вот, поэтому наш регион с вами ждет примерно то же самое. С Россией, понимаете, с Россией в итоге всегда будет выгоднее взаимодействовать, торговать и иметь отношения, чем с Украиной, потому что просто у России экономика больше, ресурсов больше, влияния больше, технологий больше и так далее. Поэтому это такая мечта, которая может использоваться для мотивирования каких-то людей, но реальной логики, мне кажется, за этой мечтой не так уж и много. Поэтому, да, я думаю, что вот эти мечты об израилевидности Украины, это, конечно, мечты. А что касается параллелей, ну, то, что израильтяне делали с Газой, ну, можно как бы сказать, что украинцы то же самое делали со своим собственным еще Донбассом, когда он был украинским. Так что как бы здесь не те параллели, которые, я думаю, авторы этой аналогии хотели бы проводить. Ну, тут очень интересный, скажем так, момент по поводу итогов вот этой палестинской истории. И опять, ну, простите, напрашивается вот эта параллель. Значит, в Америке жуткое непринятие или там жуткая волна противодействия израильскому лобби. Ну, менеджер Тейлор Грин выходит и Такеру Карлсону рассказывает о том, что мы все голосуем как Израиль, там антисемитизм этот весь, все должны на верность присягнуть, я там против голосовал, у нас проблемы свои в стране, там 37 триллионов долг и так далее, и так далее. Ну, то есть возмущается. Подорвана репутация Израиля в США, но, судя по всему, ее будут спасать и сейчас этим занимаются. Но Израиль-то для Европы это уже потерянная история. Как это? Ломоть, вот этот откушенный или оторванный ломоть. То есть получается, что Израиль Европу потерял, но в Америке сейчас пытаются спасать как бы, положение дел. Россия говорит, мы поддерживаем Трампа, Трамп молодец. В общем, Лавров говорит, это лучшее, что вообще в принципе можно было предложить по урегулированию вопроса газа, но урегулирования до конца не будет. Ну, то есть это все понимают, там есть очень много противоречий, но саммиту мира в Шарм-эль-Шейхе как бы наши с кисточкой. Ура, 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 молодцы, дай бог. Но возникает же другой момент. А если попробовать наложить одно на другое, то, простите, какой будет Украина в глазах Америки, в глазах Европы, если условно взять и по такому же принципу закончить войну России и Украины? Ну, Украина это, ну, давайте там посмотрим объективно, да, вот знаете, как в играх можно, так сказать, вот карту выше поднять и смотреть не с супер приближением, а вот в общем. В общем, Украина – это страна в Восточной Европе с довольно большим населением, значительно сократившимся, правда, за время боевых действий, с промышленной базой, значительно сократившейся за время боевых действий, с неким научным потенциалом. Научный потенциал, может быть, не так уж и сильно пострадал, потому что много людей уехало, понятно, много не вернется, но особенно если мы говорим про примирение, то я думаю, что какую-то часть именно мозгов можно будет вернуть, но все равно не всю. Без виз люди уехали, из-за боевых действий люди уехали. Большая довольно страна, размером с Францию, да, с какими-то запасами природных ресурсов. Ну, это такая, что называется, страна категории «Б». Простите за мем. Страна, которая, в принципе, ну, имеет какое-то будущее. Она с боевой и проверенной в сражениях армией. Да, она проиграла войну, но, тем не менее, да, она не была разгромлена за неделю, она не капитулировала прям сразу. Ну, то есть, да, есть какой-то очевидный опыт военного противостояния. Я думаю, что Украина будет... плюс никуда не делся вопрос коррупции. Это до сих пор сильно коррумпированная страна. Об этом даже в самые, так сказать, проукраинские дни на Западе тоже не забывали. Я думаю, что, когда я говорю «страна категории Б», я имею в виду, что это, в принципе, не безнадежная страна, в которой можно инвестировать, но аккуратно, потому что сегодня один президент, завтра другой, там послезавтра Майдан, непонятно, что будет, деньги куда-то денутся, туда-сюда, извините, деньги закончились. Поэтому Украина сейчас, Украина воюющая, это, знаете, как наркотик, который дает ощущение собственной значимости. Когда вот вы стоите на сцене, и на вас солнечный свет столбом светится. Сейчас Украина там, мы до сих пор видим, что
Там какие-то флажки висят, люди ставят себе флаги на аватарки, конечно, уже не так, как в 2022 году, но тем не менее. Поэтому Украина – это в целом, ну, не бесперспективная страна, в которой можно инвестировать, получать деньги. Но это обычная страна. Она не является идеологическим форпостом, она не является военным форпостом. Особенно если мы говорим о каком-то нормальном сосуществовании России и Запада, особенно если мы говорим о сосуществовании вот этих двух блоков, то Украина, которая будет пытаться стать форпостом, она неизбежно будет обречена на довольно тяжелое существование. Быть форпостом тяжело. Вы всегда находитесь под угрозой. И есть, как бы, знаете, вот неплохой вариант. А почему бы не стать нейтральной страной? Будучи нейтральной страной, вы, во-первых, ну как Финляндия была, например, в годы после Второй мировой войны, вы не несете угрозы ни тем, ни другим, вы не обязаны никому ни тем, ни другим, вы являетесь местом встреч, местом переговоров, местом торговли, местом взаимодействия кросс-культурного, кросс-национального и так далее. Вот это та история, которая имеет возможность существовать. Если же Украина будет оставаться форпостом, то, во-первых, там будет все более и более авторитарное правление, потому что это, мы же типа на войне, мы страна военный лагерь, мы должны сопротивляться. Это будет страна с огромной коррупцией, потому что всегда под вот этими словами про то, что мы военный лагерь, люди, как правило, очень любят воровать. Мы это видим прекрасно. И при этом вот все географические социальные особенности Украины будут способствовать ее успеху, если она будет нейтральной страной, и будут способствовать ее неудаче, если она будет пытаться быть страной-форпостом, страной военным лагерем. Поэтому, да, это нормальная, средненькая европейская страна, которая стоит на распутье. Истины прописные, но по факту-то получается другой немножко момент. Прокомментируйте напоследок нашего сегодняшнего разговора два таких стратегических видения. Первое о том, что мысль, догадка, не знаю, слух, инсайт, по-разному кто говорит, что условно Трампу нужно максимально забрать все ценное, что есть в Украине, и сейчас идет вполне себе расторговка по украинским атомным электростанциям, которые будут генерировать электроэнергию, и вот уже энергоатом украинский будут, так сказать, пытаться, да, в общем, продать Трампу, и поэтому обостряется история по украинской, ну, как бы украинскому участию Запорожской атомной электростанции. В чем фишка? В том, что без нас, Зеленский говорит, не будет она работать. Ну, вот не будет. И вот это электроснабжение, дизель-генераторы, накаляется периодически, возникает эта, да, вот история, там, вот МАГАТЭ не такое, а вот перебили, ну, в общем, провода, невозможно отремонтировать, потому что война. Все же понимают, что когда война условно прекратится, ну, то есть, как бы, да, идея у Путина была «давайте на троих». То есть, это тоже пытаются впарить, продать в этом пакете условно американцам. Есть такая версия. Это первый момент. А второй момент, он такой более глобальный, с таким прицелом на Китай. Но мы же видим вот эти раздергивания. С 1 ноября пошлины, рынок фондовый валится. Все говорят, подождите, какие пошлины? Китай, товарооборот. Китай, собственно, тоже не лыком шит, будет отвечать симметрично. То есть стена такого кризиса. И Трамп специально берет эту ситуацию и подводит, вот как с томагавками, берет ситуацию, подводит к черте какого-то большого кризиса. Точно так же и с Китаем подводит к кризису. И вот тут есть версия, что и Украина может пригодиться. Ну, например, организовав какую-нибудь диверсию на территории Российской Федерации, подорвав силу Сибири. Ну, вот так, да. Или там, атакуя другие инфраструктурные объекты, чтобы и Китаю вроде как насолить, ну и Россию, в общем-то, подорвать ее какие-то энергетические вещи, вокруг которых пляшут сейчас, ну, собственно, заявления Зеленского. Что вы думаете по поводу первого и второго? Ну, вы знаете, смотрите, как раз вот, мне кажется, мы очень хорошо оттолкнулись от того вопроса, который мы обсуждали с вами только что. Владимир Зеленский – это ставленник войны. Это человек, который ставит на то, чтобы Украина должна была быть форпостом. Форпостом США против Китая, форпостом США против России, форпостом ЕС против России и так далее. Это кандидат
разлада, кандидат раскола. Это кандидат, который говорит, что есть правильная Украина, есть неправильная Украина, есть правильные украинцы, есть неправильные украинцы. Есть люди, которые говорят на правильном языке, есть люди, которые говорят на неправильном языке. Есть люди, которые хотят мира, это плохо, а есть люди, которые хотят войны, это хорошо, говорит нам Зеленский. И поэтому он, безусловно, будет пытаться продать эту идею, потому что идея страны военного лагеря позволяет продолжить ему оставаться у власти, сохранять у власти близких ему людей, давать этим людям возможность кормиться за счет западных военных контрактов, типа США, вы же хотите, чтобы мы противостояли Китаю, дайте нам деньги, дайте нам оружие. А куда эти деньги уйдут? Ну, кто-то что-то пойдет на противостояние, а что-то пойдет, как известно, нужным людям. Вот и все. И это вопрос, понимаете, на который должны дать ответ украинцы. Вы хотите вот этого? Вы хотите, живя рядом, ну, понимаете, вот реально, у вас, значит, тут НАТО, а тут Россия. И то довольно большие военные силы. И вы можете, грубо говоря, стать, там, не знаю, вассалом одной из этих сил и стать врагом другой. Или попытаться извлечь выгоду из этой ситуации. Вот типа Зеленский – это кандидат того, чтобы стать вассалом НАТО и стать угрозой России, угрозой Китаю, заработать на этом денег и так далее. Это как бы то, что нужно. Ну да, это возможный сценарий, можно как бы это сделать, но приведет ли это к счастью и процветанию Украины? Это тот вопрос, на который должна дать ответ украинская буквально нация. Так ее не спрашивают. Ее засовывают в БУС, ее облагают налогами, податями, ее заперли в черте Украины. Вот сейчас, например, Европа вводит вот этот новый протокол по въезду граждан. Да, то есть там отпечатки, там биометрика, но хотя там уже у большинства, например, да, там, я знаю, в России есть биометрические паспорта, в Украине все они тоже биометрические, в других странах, которые не члены еврозоны. То есть биометрика на биометрику, то есть мы понимаем, да. Европа ощетинивается. Более того, ходят упорно и говорят, что там СБУшники будут проверять тех, кто выезжает в Европу, то есть и такой момент есть. То есть народ ни на что не влияет, народ наоборот как бы огородили, не пускают, а что он может противопоставить? Что люди могут сказать этому Зеленскому, который, например, взорвет силу Сибири в России где-нибудь, да, между Россией и Китаем? Ну, вот диверсия. Подставит себя и страну подставит под каток России и Китая. Ну, как бы... Да, смотрите, здесь в том-то и дело, что Зеленский кандидат войны в том плане, что пока идет конфликт, он может оставаться у власти, и он может делать буквально все, что хочет. Прекращение конфликта неизбежно поставит вопрос, а правда ли Украине нужно делить общество на хороших и плохих? А правда ли Украину нужно превращать в таран? Вы знаете, да, вот это же известная как бы история, когда вот таран, да, вот представьте себе там, не знаю, древнеримский, средневековый с головой барана, и вот он бьется в ворота вражеские, и этот голова барана превращается рано или поздно в месиво. И это то, во что Зеленский хочет превратить Украину. Ему выгодно, ему нравится, ему так надо, понимаете? А вам это надо? И вот когда боевые действия закончатся, а они неизменно закончатся, это будет то время, когда украинскому обществу надо будет задать себе вопрос. Это то, что вы хотите? Вы хотите превратиться в голову барана, который дальше будет бить в эти ворота? Или вы не хотите этого? Спрашивают, не спрашивают? Слушайте, ну, понятно, что за этим всегда можно скрыться, и этим всегда можно прикрыться. Но, грубо говоря, сейчас вы говорите, что вас не спрашивают, а потом вас превращают в голову барана, и жаловаться вам уже некому. Возможно, стоит взять свою судьбу в свои руки. Но вы знаете, вот многие люди берут судьбу в свои руки и уезжают из Украины, и она становится от этого беднее, хуже, менее населена, менее перспективна. Ну вот, буквально будущее Украины обменивается на будущее Зеленского. Довольно грустно. Хотелось бы, чтобы, что называется, мы все смогли найти точки взаимодействия и соприкосновения. Нам, опять же, жить на этом континенте всем вместе. Ну, тут тоже вариант уже философия служения. То есть, народ должен служить условно Зеленскому или Зеленский народу. Да? То есть, и маркер такой красивый, да, слуга народа. Вот сериал был такой. Да. Как это все перекрутилось-то, видите, да. Все абсолютно диаметрально противоположно. Алексей Наумов. Друзья, подпишитесь на телеграм-канал Алексея. Внешпол. Алексей Наумов. Ссылка в описании. Все как всегда. Благодарю за время и мысли. Спасибо. Всего хорошего. Всем добра и света, да? Да, всем добра и света, друзья. Увидимся обязательно. До скорого.